Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня гадание на мужчин. Мы сейчас посмотрим тех мужчин, с которыми вы не встречаетесь. Но вот, я имею в виду, нету каких-то серьезных отношений. Мы посмотрим, кто ты для него. Хочет ли он с тобой серьезных отношений? Давайте посмотрим. Если вот мужчина такой непонятный какой-то, хочется, девочки, копнуть. Давайте посмотрим. У нас 4 варианта, и мы посмотрим, кто ты для него и хочет ли он с тобой серьезных отношений. Мы будем смотреть таких мужчин, которые вот ни рыба, ни мясо, или как Г в проруби, да, то есть непонятно, как они себя ведут, вот эти мужчины, почему, что да как. Будем смотреть и диагностировать их. Ну что, девочки, выбирайте. Можете нескольких мужчин выбрать. Выбирайте даже нескольких таких, с которыми у вас не то и не сё, и непонятно что. Ну что, первый, второй, третий, четвертый вариант. Мы гадаем на Venetian Circus Tarot. То есть на венецианских таро, девочки. Первый, второй, третий, четвертый. Ну и поехали, смотрим, кто ты для него. Хочет ли он серьезных отношений с тобой. Так, тут выпала 9 кубков. Ну, он хочет, девочки. Вот этот мужчина хочет с вами каких-то прям реально серьезных отношений. Хочется ему. Он об этом подумывает. У него есть такая, скажем так, глубокая симпатия к вам. И она даже, я бы сказала, любовная. Давайте еще посмотрим, кто ты для него. Тройка пентаклей, 4 мечей, 8 мечей. Но тут, девочки, есть вопросы у этого мужчины, почему он, например, не двигается дальше для того, чтобы с вами быть, да? Или вот для того, чтобы раскрыть эти чувства как-то. Он считает, что, возможно, вот вы не находите какой-то общий язык. Он боится, что у вас как-то, если он даже признается, то его ждет какая-то ругань с вами или выяснение отношений, ссора какая-то. Когда он, например, говорит одно, вы другое. То есть у него очень много вопросов по поводу того, что вообще у него может быть с вами в будущем. То есть он боится какого-то негатива, связанного с тем, что вот он в будущем может с вами как-то выяснять отношения. Скорее всего, это связано вот именно с... Он более, знаете, вы много что не знаете о нем. Даже вот вы можете сказать, что не, ну я знаю о нем много. Нет, девочки, вот именно в этих любовных отношениях, да, он тут ставит все на какую-то такую вот паузу между вами по одной простой причине. Он боится вашей какой-то реакции на его жизнь. Он боится того, что вы будете давить на него, говорить какие-то, знаете, неприятные слова, и выяснять отношения. То есть не все вы о нем знаете. Тройка пентаклей, он говорит о том, что я хочу это скрыть от тебя. Так, кто ты для него, хочет ли он серьезных отношений? 2 мечей. Ну, на самом деле, тут, девочки, и башня выпала. Он не хочет этих серьезных отношений. И не хочет достаточно понятно для него самого. Он, заглядывая в будущее, не видит именно того, что вы с ним договоритесь. Понимаете? Возможно, вы не подходите друг другу характерами или видением на какие-то одни и те же дела. То есть вы смотрите по-другому, и он по-другому. И еще у меня здесь почему-то такое, вот знаете, ощущение вот именно от этого вашего расклада, да, что ему вот какой-то у него фидбэк, короче, что-то, короче, ему мешает именно с вами эти отношения строить, как будто он не до конца свободен, да, что он не до конца свободен даже в выборе девушки, чтобы жить вместе с ней, да, то есть у него что-то такое есть. Возможно, на него там кто-то влияет или поставили ему условия, что если ты там находишь женщину, ты там сваливаешь откуда-то, да. То есть если он, например, живет с родителями или еще что-то. Вот он не решает, он в отношениях не решает. Но насчет именно вас, я так скажу, тут трудности, это мужчина проблемный.
Вот сразу я вам говорю, по Таро его показывают как проблемного мужчину, которого вот не переубедить, потому что вот все равно как это будет скользить, как-то не договаривать, и чем больше, например, на него давить, тем больше вот эта вот неопределенность будет расти на самом деле, да. То есть он более расслабленный, когда от него, в принципе, ничего не требуют от этого мужчины. Давайте еще посмотрим, кто-то для него. Туз костей, 20-й старший аркан суда, 8 пентаклей. Ты для него тоже такая кошка, которая гуляет сама по себе. Но с твоей стороны это и понятно, почему он считает, что он не может с тобой быть. 20-й старший аркан суда и колесница. Возможно, девочки, это если у вас есть ребенок, дети, и вы хотите с этим мужчиной строить отношения, вот он не вывозит этого. Он вот чисто теоретически может и готов там принять еще что-то вместе с вами. Может, вы, ну, как бы не одна в отношения заходите, это может быть ребенок, или, может быть, у вас есть там, ну, кто-то, с кем вы все равно живете и не видите своей жизни без вот этих определенных людей, да. То есть он вас рассматривает еще с кем-то. И 20-й старший аркан суда и колесница. Возможно, он боится вашего бывшего. Реально, девочки, очень часто мужчины, они боятся. Ему тяжело, девочки, смотреть ваше с ним будущее, да, и он реально боится отношений этих, реально боится, потому что он считает, что он не вытянет, и будет много каких-то неприятных моментов именно для него, и он ответственность эту брать на себя не готов. И с чем это связано? С вами, и ты для него, ты выпала 2 старшими арканами. Суд, как развод, брак, развод, брак, развод. Возможно, ты разведена, и у тебя есть ребеночек, да, или там несколько деток есть. Это мужчина, который к тебе льнет, но для него вот выбрать девушку с детьми, это вообще, как говорится, он не может это рассматривать. Или есть такие вот моменты физического свойства, да, то есть, возможно, у тебя есть как будто бы вот что-то такое особенное, да, что он, вот скажем так, боится. Давайте еще посмотрим. И я, девочки, такие случаи знаю. И одни, и вторые, да. И кажется, вот такая, ну, я про них обычно говорю, блин, такая хорошая бы пара была, да. И на самом деле люди страдают. И знаете, кто выигрывает? На самом деле тот, кого, грубо говоря, отшивают. 9 пентаклей выпала. Чем больше вы будете хотеть сблизиться с этим мужчиной, да, тем больше между вами будут какие-то недопонимания, такие пробелы. Вам будет хотеться больше развития этих отношений, а он это развитие, чистоту, честность, искренность, да, он не сможет вам давать. Для него это очень тяжело дается. Это такое, это то же самое, девочки, что вот с этим мужчиной общаться, да, или развивать отношения, это то же самое, что есть зеленые яблоки. Тут 50/50. Пронесет вас или нет. Часто ли вы будете, вот знаете, будет ли болеть животик, девочки. То есть вот этот мужчина, он еще зеленый на самом деле. И вот если, например, вы хотите с ним быть, тут желательно терпение. Тут можно набраться очень много терпения, девочки, для того, чтобы жить с этим мужчиной и хорошенько его раскусить. Но хотите ли вы этим заниматься? Тут тоже вопрос. Если вы спешите в отношения, да, то тут можно расставить все точки над «и», вот чисто для того, чтобы себя успокоить, да, то есть откровенно и честно с ним поговорить и не говорить, ну ты там подумай 3 дня там или сколько, потому что он все равно будет думать и не даст никакого ответа. А вот прям взять на абордаж и прямо поговорить, услышать вот это мямленье или отрицательное, да, решение какое-то его, и у вас будет, как говорится, чистая душа, чистые руки, и вы сможете нормально строить отношения с другими мужчинами, понимаете? Потому что вот тут либо много очень терпения надо, такой вот подход какой-то, вот прям
как, знаете, Меладзе с Джанабаевой, да, которая очень долго-долго его ждала. Му-му-му-му-му. Короче, прям годами какими-то. То есть готовы ли вы на это? Потому что мужчина такой очень робкий. Давайте еще посмотрим, кто ты для него, чего он хочет. Шестерка кубков. Ну, его к тебе тянет. Его тянет к тебе, но он с тобой обнуляется. Туз мечей и карта дурака. Он, девочки, все равно, все равно, тут идут такие старшие арканы ему и тебе, которые на самом деле не особо-то и совместимы, да. То есть либо тут надо еще работать над отношениями, как-то. Тут даже и хитрость какая-то не поможет, суперсексуальность тоже не поможет. Тут просто как будто бы надо решить ту мужскую проблему, которую на самом деле должен он решать, а не вы. То есть, если у вас есть такие суперсилы, да, когда вы все берете на себя, то, девочки, здесь, может быть, и есть какие-то такие шансы. Но если вы хотите такое, знаете, мужское, крепкое плечо, и когда мужчина решает все за вас, вот такой вот, знаете, очень хороший, то это, наверное, все-таки не тот вариант. Ему вы очень нравитесь, да, вы очень классная, но, по крайней мере, я вам так скажу, то, что он видит, видят и другие мужчины тоже. Понимаете? Только другие мужчины могут больше вам намного дать, да, вам, а вот он не может. Вот он сейчас такой, девочки. Можно его, знаете, что я, например, вам могу посоветовать? Вы оставьте его в этой френд-зоне, да. Пусть он будет в френд-зоне, пусть он будет как будто бы запасным каким-то аэродромом или просто вот. Обратите внимание еще на других мужчин. Обратите, девочки, потому что вот это вот, знаете, ни рыба, ни мясо, оно в нем сидит. Он должен сам свои мужские вопросы решать. И вы не должны за него биться в метро, понимаете? То есть не надо за него биться, не надо, девочки. Он должен сам все решать. Если он не может за себя что-то решить, что он может в будущем решить за вас? Поэтому то, что он ни рыба, ни мясо, это неспособность его в этот момент решить по-мужски свои какие-то дела, проблемы, где он бы... Почему я об этом говорю? Потому что вы ему нравитесь, да? Но если тебе нравится девушка, и ты ведешь себя как ни рыба, ни мясо, какой от тебя толк, грубо говоря, да? То есть даже если вы с ним сблизитесь, вы все равно будете, знаете, вот голодны в этих отношениях. Вы будете голодны. Возможно, знаете, на воодушевлении вы еще захотите где-то его какие-то проблемы решить, да? И все равно он не будет вам за это говорить спасибо. Понимаете? Потому что он не собирался решать это все, и он не видит той глобальности, которую вы можете принести в его жизнь. Вы слишком сильная для него. Вы сильная, вы красивая. И вот то, что он видит, а я вижу вот как его глазами, красивую внешность. Тут внешность у вас очень красивая, да? И он это тоже видит. И ему бы хотелось бы, но у него коротковаты ручки для вас и не накачаны, чтобы носить вас на руках. Запомните, девочки, у этого мужчины руки не накачаны, чтобы вас носить на руках. Ну, вот такие дела. Ну, давайте еще немножко глянем на этого мужчину. Кто-то для него. Кто-то для него. Шестерка пентаклей. Он еще в себе не разобрался. Опять это падающая башня. Двойка мечей выпадает. Король костей. Восьмерка мечей. Он не принципиальный, хотя может, тройка пентаклей выпала, которая выпадала. Он может вам со стороны казаться, что он такой, знаете, решительный и классный. Нет, девочки, он не решительный. Может быть классный, но не решительный, да. И вот, может быть, вас и привлекла в нем вот эта какая-то его загадочность, какая-то вот интимность его души, да, вас привлекла. Возможно, вы знаете, почему вы на него смотрите, вам хочется какого-то успокоения. И он кажется каким-то таким вот легким, скажем так, вариантов, да, что не надо за кого-то биться. Вот у вас как-то вот
Нервы сейчас, они не напряжены, они более-менее спокойны. Но вот если дальше вы будете вот прям именно как вы хотите, хороших, красивых отношений, да, и будете дальше надеяться и пытаться его понуждать к этим отношениям, то вы не добьетесь успеха не потому, что вы плохая, а потому что вы сильная. А он, девочки, вы сильная, горячая, но вы своим теплом это яблоко не дозреете, понимаете? То, что это будет просто зеленое яблоко, просто очень теплое. Вот и все. Вы уйдете, оно будет опять холодное. То есть, но на его зрелость это никак не повлияет. То, что его окружает, из-за чего он не может вот эти отношения с вами какие-то продолжать, это его незрелость, его жизненная позиция, незрелая жизненная позиция, сколько бы ему сейчас лет не было, мои девочки дорогие. Так что тут одни и те же карты выпадают, которые говорят, пусть этот мужчина будет у вас в арсенале, да, но желательно переключить свое внимание на более таких уверенных и достойных мужчин. Понимаете, девочки? Потому что пример, а ни рыба, ни мясо у вас уже есть. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте смотреть, кто ты для него и хочет ли он серьезных отношений с тобой. Ну, пентакли опять выпали. Опять это, девочки, говорит, что мужчина такой вот, знаете, как и в первом варианте, ни рыба, ни мясо. Но мы сейчас его посмотрим, что это за ни рыба, ни мясо. Кто ты для него? Тройка пентаклей. Кто ты для него? Король кубков. Тройка. В общем, девочки, что этот мужчина хочет? Этот мужчина хочет, чтобы его любили. По отношению к вам он не знает, любит он вас или не любит, влюблен он или не влюблен, да? Ему это не важно. Ему не важны его чувства по отношению к вам. Ему важно, любит ли его. Он хочет вот этой какой-то страстной любви, чтобы где-то женщина за ним бегала, чтобы она проявляла к нему свои чувства. «Докажи мне свою любовь!» — кричит этот мужчина во тьме. Понимаете? Ему Паш кубков, он не особо способен проявляться именно к вам как любящий мужчина. Это мужчина, который хочет быть любимым. Понимаете? То есть он хочет, чтобы вы на 100% выкладывались, но в то же время на 100% он нифига даже и не думает выкладываться. Он не знает, кто ты для него. Тройка костей, тройка пентаклей. Он еще не определился по поводу тебя, но он определился по поводу себя. Он определился по поводу себя. Король кубков и паш кубков. И причем тут не выпала дама, да? То есть это не выпала пара, а энергообмен какой-то. Тут выпало то, что этот мужчина хочет, чтобы его кружили. Кружите меня, кружите, носите меня на руках, любите меня до умопомрачения, докажи мне свою любовь и все остальное. То есть я бы даже не сказала, что он эгоист, да? Но он сейчас вот в таком моменте своем, где он просто... А почему я должен любить? Почему я должен за кем-то бегать, когда я тоже хочу быть? Вот что-то в нем такое, знаете, женское появилось. Так, кто ты для него? Паш костей. Ну, вот это интересная карта. Влюбленный. Он бы хотел бы, но все-таки пентакли тоже выпадают. Ты для него такая, знаешь, деловая. Сама по себе ты такая очень деловая. У тебя, в принципе, либо все есть, либо он просто считает, что у тебя все есть, да? Что ты где-то и в работе успешная, что ты пользуешься какой-то вот популярностью среди людей, там на работе, что у тебя и деньги есть, и то-то, и сё-то, что ты такая упакованная, да? И он бы хотел бы с тобой быть. Шестой старший аркан влюбленные выпали, он бы хотел бы. Но в этих влюбленных он считает, что ему должно уделяться очень
очень много внимания. И тут, девочки, есть одна такая западня. Вроде бы и ничего, такой парень, с которым, знаете, мужчина, с которым можно начинать эти отношения. Но западня тут заключается в том, что он совершенно сейчас не видит того, что кому-то, оказывается, надо тоже этот энергообмен, взаимную любовь строить, да. То, что если ты ему что-то делаешь, то он что-то должен делать. Если ты выполняешь женские обязанности, он и мужские должен выполнять. Понимаешь? А он об этом не думает. Он думает о том, что должна ему женщина. А то, что он должен как мужчина, он вообще об этом даже не думает. Понимаешь? И у него какое-то такое слишком романтичное представление о совместной жизни. То есть этот мужчина может быть с вами в радости, но про горести он даже слышать ничего не хочет, девочки. Вот такие дела. Вот по этому варианту это хороший любовник может быть. Да? То есть, или это пока никого нет другого, с этим можно проводить вечера, там, гулять, ходить в кино там, или еще что-нибудь, да. Проводить время с этим мужчиной можно. Но самое главное, на что вы должны обращать внимание для того, чтобы понять, хотите ли вы с ним строить отношения или нет, обратите внимание, вот что он вам сейчас дает. Или на том же вот романтик. Даже если вы устроите один романтик и хорошо, приятно его проведете, потом через 2 дня, 3 возьмите и просто вот трезво проанализируйте, что он сделал для вас, кроме того, что, например, получала удовольствие от вашего присутствия, да. То есть, если этот мужчина, кстати, вот хорошо этого мужчину, знаете, как проверить? На подарки, девочки, на материальные подарки. Понимаете? Потому что вот даже если вот вы, если скромны, то вы не будьте такими скромными, застенчивыми, чтобы не просить от этого мужчины подарки, да. То есть он должен что-то дарить вам. И это должны быть даже он должен проявлять инициативу в этих дорогих подарках. Если этих дорогих подарков, инициативы в дорогих подарках нет, девочки, он так и не будет нифига вам давать, даже если вы будете с ним в отношениях. Поэтому я говорю, что вот знаете, как любовник окей, да, от которого мы многого не ждем, понимаете? Но вот он сам не знает, что давать и как давать. Поэтому ему надо сказать, да, если ты хочешь со мной отношений, то ты, пожалуйста. Я люблю, знаешь, там золото, или я люблю цветы. Вот, кстати, очень хорошо цветами проверять мужчину. Они сейчас разучились дарить эти цветы. Хотя раньше, помните, вот всегда, раньше, девочки, считалось правилом хорошего тона, когда женщина и мужчина, парень и девушка идут на свидание, парень приходит с цветами. Представляете? Если парень приходит без цветов, это дурным тоном считалось. А сейчас тут эти цветы только на день рождения, да, или на 8 марта многие видят. И тут, девочки, вот проверяйте его красными розами, если вы мало знакомы. Если вы уже как бы давно знакомы, да, проверяйте его золотом. Красными розами и золотом. Или там белыми розами, не лилиями, девочки, ничем. Луковичными не надо, да. Вот именно красные розы. Это у нас такой вот обобщенный символ любви, да, признания в любви. И, например, можете заказать красные розы, а можете просто заказать розы. И, кстати, и вот смотря какие он принесет. Его желание, например, с вами войти в более тесный любовный контакт, это будет означать, что он купит вам красные розы. А если, потому что это вот так вот заведено, понимаете? Если он не розовым купит, или не или там другого какого-то цвета, это уже тоже показатель определенный. Вот, кстати, у меня это работает, девочки. Я думаю, что у вас тоже будет это работать. Поэтому, вы знаете, у этого мужчины спросите про какие-то подарки. Про любовь мы у него сейчас не особо спрашиваем, да, но спрашиваем про подарки этого мужчину. И у него вот включится такой вот к вам отношение более такое, знаете, бытовое, хозяйственное. Вот это вот флер романтичности, он немного отойдет на второй план, и вы увидите его, какой он в жизни. Потому что здесь очень много еще какого-то пуха.
Пуха набрасывает сам на себя этот мужчина. Поэтому я вам предлагаю, как говорится, его проверить. Давайте еще глянем, котики мои. Кто ты для него? Хочет ли он серьезных отношений с тобой? Так, кто ты для него? Верховная жрица. Сила, девочки. 18-й старший аркан. А ты офигенная красотка тут мне выпадает. А он рядом с тобой, как просто мечевой король, рядом не стоял. И все-таки вот про материальные, девочки, я правду сказала. Надо просить. Но тут выпал еще вот эта 7 мечей и колесо фортуны. То есть, если у вас с этим мужчиной заладится, супер. Не заладится, даже не бойтесь, потому что здесь идет колесо фортуны, сила, луна. У вас сейчас вот такой вот, знаете, любовный интересный период, когда происходит такая вот прям астрологическая рокировка ваших мужчин. Такое, не то, что какие-то рандомные вам идут, а уйдут те, которые не нужны, придут те, которые нужны. И то есть, поэтому я говорю, если этот мужчина у вас в окружении останется, значит, это, девочки, отношения на долгое время, да, и все остальное там прилагающееся. И вы друг друга будете хорошо понимать, и, в принципе, база нормальная, да, фундамент этих отношений. Но если он исчезнет с вашей жизни, это говорит о том, что в вашу жизнь придет другой мужчина, и этот мужчина будет совершенно не похожим на этого. Понимаете? И вы все равно, и вы выходите замуж. Вы выходите, девочки, замуж. Тут такие очень по картам, вот этим старшим, вам по судьбе идет, да, очень красивый брак, очень долгий брак. И если он с этого круга выпадает, значит, уже скоро, как говорится, вы перестанете гадать на мужчин, потому что будете заниматься, скажем так, сменой фамилии, сменой паспорта. Вот такие дела. Мужчина, который любит себя и не знает, что с вами делать. Вот, девочки, вот это резюме этого расклада. И просите у него что-то материальное. Присмотритесь ему через призму материальных подарков, которые он вам дарит. Попросите у него духи, розы, золото. Вот такие дела, котики. Третья карта. Давайте смотреть, кто ты для него, хочет ли он с тобой серьезных отношений. 5 костей. Ну, это, девочки, такой, знаете, мужчина, который такой вот мужичок. Молодой он, старый или неважно. Такой вот мужичок, чуть ли не с усами. Так, 11-й старший. Маг выпал. 8 кубков. Он очень сильно к вам неравнодушен. Очень сильно. Ты для него выпала ведьмой, королевой пентаклей. И картой еще мага здесь выпала ты. И 11-й старший аркан. Здесь тоже выпал тебе сила. В общем, он очень сильно к тебе неравнодушен. Он считает о том, что ты ведьма, что ты можешь и заворожить, и приворожить, и все что угодно. С его свернуть бараний рог и вывернуть наизнанку. И все это сделать с ним одновременно. И он считает себя вот каким-то таким небольшим в твоем, скажем так, сиянии. Ты для него не до конца понятна. Он считает тебя слишком хитрой, умной, продуманной, с широкими взглядами, с высоким IQ. И он немножко не уверен в себе из-за этого, да. Но его очень сильно тянет к тебе, и он кайфует, да. Вот этот мужчина, он кайфует от тебя. Он, девочки, мужчина влюбленный. Он может об этом не говорить. 10 пентаклей. Он выбирает такую игру с тобой. Игру. Это мужчина, который с тобой играет. Он может вот сейчас какой-то, знаете, и
Он актер сейчас. Это актер, девочки. Не верьте ни одному ему, как говорится, слову, потому что когда ему больно, он смеется, когда он счастлив, он будет не показывать этого, да. То есть мужчина, который может даже играть с вами не совсем в адекватные игры, потому что вот есть такое выражение, когда мужчина влюблен, он ведет себя как идиот, да. И вот как раз-таки его немножко идиотизма тут проявляется. То есть пара классная выпадает. Королева Пентаклей с королем кубковым, девочки, да. То есть немножко терпения, немножко подставляйте ему руку для поцелуя, давайте, протягивайте, да. Вот этому мужчине это нравится. Ему хочется, чтобы вы щекотали его нервы. Он хочет биться в этих истериках каких-то, в любовных истериках. Он хочет быть вот чем-то таким шекспировским Ромео, понимаете? Ему нравится вот эта вот прелюдия. Для него предвкушение праздника лучше, чем сам праздник. Он такой вот любитель свататься, как токать, как тетерев, да? Или токотатель, как оно там называется, девочки, да, брачные игры какие-то. Ему хочется вас завораживать, хочется вас добиться, заворожить. И ему очень интересна ваша личность, потому что вы сама по себе интересная. Вы не похожа на других. И его это манит, очень сильно притягивает к вам его. Он очень много думает о вас. Туз костей. Он, девочки, хочет какой-то вам подарок сделать. Туз костей, звезда. Это подарок. Он хочет какой-то сделать подарок вам. Вот мечта какая-то ваша, да. Или вот что он думает, что вам очень сильно пригодится. Он хотел бы это вам подарить. Он хочет быть дьяволом для ведьмы. Понимаете, девочки, в этих отношениях он хочет быть дьяволом для ведьмы. Хочет с вами встречаться, видеться. Вот, но по ночам его привлекает какая-то загадочность. Ему, девочки, нравятся ваши капризы, капризы императрицы. Он хочет даже немножко такой жесткости в свой адрес, да, чтобы вы были такая, надули губки, вредничали, чтобы он трепещал, да, ну, не трепещал, ну, я хотела сказать трепетал, но трепетал это такое, знаете, банальное. Трепещал, девочки. Он хочет пищать и трепещать. 13-й старший аркан, 9 мечей. Он боится, девочки, где-то перегнуть палку какую-то. Ну, по крайней мере, даже вот по раскладу вы выпадаете намного умнее, чем он. Это, девочки, такой вот мужчина, который вас где-то подпитывает. Это такой мужчина с шаманскими какими-то практиками, либо просто у него такая душа шаманская. Я бы не сказала, что он вообще супер полностью подходит вам именно по интеллекту, по уму, по разуму, по вашей душе. Сколько этот мужчина вам подходит для того, чтобы быть во служении у вас, понимаете? То есть, если, например, вы с ним встретились после какого-то там тяжелого развода или тяжелого расстояния, с ним можно очень хорошо подлечить душу, да. И когда вы будете супер здоровы, возможно, вы захотите, ну, не захотите свою судьбу с этим мужчиной связывать. Потому что это такой мужчина для лечения души. Мужчина, который вот как напиток, когда жажда и хочется напиться такой вот студеной водички, да. Вот он такой, девочки. То есть для отношений, для встречания он супер. Для суперсерьезных отношений здесь надо еще, знаете, повстречаться. Ну, хотя бы года 2, девочки, да, с этим мужчиной. Просто, например, встречаться. Можно где-то попробовать жить вместе и все остальное. Но не спеша так, да.
Потому что вот это вот поспешание, возможно, вам потом он при вас, при ведьме, превратится. Вот вы, когда его изопьете, будете пить, 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 а он уменьшается, уменьшается в ребенка, скажем так, да. И, возможно, чем дальше эти отношения будут, ну, будет как ребенок ваш, еще один. И вы еще, если успеете от него родить, то у вас уже будет два ребенка, да, отец ребенка и ребенок. То есть тут такое. Такие дела. Но у него такое приятное отношение к вам, хорошие девочки, да. То есть это мужчина, на которого, у которого можно подлечить сердце, душу, встать на ноги, да. У него хватает вот этой энергии для того, чтобы с вами делиться. Кто ты для него? Он, девочки, не хочет, чтобы ваши пути разошлись. Он готов вот быть для вас вот тем приходящим, уходящим мужчиной, который подлечивает вам вот эту вот душу. Королеве Пентакли. Он готов, он хочет вам служить, он хочет дарить вам подарки, делать вашу жизнь как-то интереснее. Я бы вот принимала этого мужчину, девочки. Все-таки вы, как ведьма, тоже многому его научите, да, много ему дадите. Но вот это решение, быть ли с ним дальше, да, будете принимать именно вы. Только вы. Я вам скажу, если вы такая вот холодная ведьма, да, в плане том, что очень благоразумная и логически выверенная у вас, скажем так, психика, да, то, может быть, вы его и бросите потом. И как многие, кстати, так и делают, девушки и женщины, да, они вот находят именно таких мужчин, проводят с ними время, им хорошо, и ей, и ему хорошо вместе. Но потом, в какой-то определенный момент, женщине надоедает такой мужчина. И она хочет еще чего-то большего. И тут тоже настанет такой момент, что вам, ведьме, захочется еще чего-то большего, девочки, да. Захочется мага, ведьмака захочется ведьме, а не просто такого прекрасного, пушистого, теплого кота, как этот мужчина. И поэтому я бы не сказала, что тут не будут измены, например, с вашей стороны. Или даже где-то какой-то вкус разочарования, что это не совсем прям супер то, что вы искали. И вот это ощущение поиска ведьмака, оно в вас может остаться или больше кристаллизоваться спустя 2 года отношений с этим мужчиной. Примерно 2 года, девочки. Вот это я вам точно скажу, когда после отношений с этим мужчиной вы все вот это вот поймете и примете то, что я вам здесь говорю, мои дорогие. Давайте еще глянем. Кто-то для него, хочет ли он серьезных отношений. Давайте еще, девочки, посмотрим интересного такого. Он такой вот здесь сладкий, что, знаете, не хочется даже и мне отлипать. Колесница. Будет ли он делать вам предложение? Что-то, девочки, будет с этим связано, с этим предложением. Будет, но еще не факт, что вы его примете. Оно будет еще связано с тем, что вы как-то на расстоянии уйдете. То есть он, уходя, например, в армию или переезжая куда-то, оставит вам кольцо, скажет: вспоминая меня, моя будущая жена, и свалит куда-нибудь, да? То есть вот какой-то надрыв тут будет, и в предложении тоже. И опять он все-таки выпадает этим королем кубковым. Иерофант, 4 мечей, и вы ведьма. Вы очень, вот, девочки, вот то здесь выпадаете, вы стопроцентная ведьма. Вот стопроцентная ведьма. Кстати, вот через этого мужчину, даже если вы особо ведьмовством не занимаетесь, то я вам скажу, вот этот мужчина, он подпитывает именно вашу ведьмовскую энергию. То есть даже вот с этим мужчиной у вас могут получаться лучше всего какие-то ритуалы. У вас будет просыпаться еще больше вот это вот магическое ведьмовское сознание, да. То есть вот этого мужчину я бы не скидывала со счетов. Это мужчина, который вам очень даже пригодится. Это мужчина дан вам для того, чтобы подпитывать вас энергией. И причем не просто батон крошить, понимаете, или там супчика вам. Нет, девочки, он очень сильно и хорошо влияет на ваш вот этот вот ведьмовской костер, который внутри вас горит, понимаете?
Это вот те дрова, которые вас подпитывают. Поэтому я бы этим мужчиной вам посоветовала бы воспользоваться в своих интересах. Не надо его от себя отторгать, да, вот этого мужчину. На такие вот суперсерьезные отношения на равных я бы тоже здесь не шла, потому что он не на равных с вами. Он не на равных. Он король кубковый, тот отдающий любовь мужчина для ведьмы. Понимаете? И в то же время вы его подучиваете этой жизни. Вот вы его такая вот кармическая ведьма. И, как говорится, ему надо было эту ведьму встретить, и он ее встретил в вашем лице. Вот такие дела, котики мои. Давайте посмотрим 4-й вариант. Кто-то для него, хочет ли он с тобой серьезных отношений. Туз кубка выпал. Хочет, девочки, хочет. Он уже заикарился на вас. Он хочет этих серьезных отношений. Возможно, это еще карта оказывает на то, что у вас уже был интим. Королева кубков. У вас, девочки, очень близко интим лежит. Очень близко. Туз кости. И, возможно, вы быстро с ним сойдетесь. Да, он бы хотел бы к вам переехать, он бы хотел бы с вами жить. Это может быть брак. То есть тут еще и колесница выпала. То есть, девочки, это мужчина, вот прям будущий муж выпадает. Муж. Как-то вот быстро вы с ним сходитесь. Мужчина, который приходит на территорию женщины. Вы даже можете на нейтральную территорию пойти, но вот, я бы его посоветовала не тянуть его к себе, потому что все-таки тут, знаете, что еще паж мечей выпал, да? То есть даже если у вас есть свободная комната, квартира, дом, по возможности не тяните его к себе. Предложите ему, например, нейтральную территорию. Но я вам скажу сразу, что эту нейтральную территорию будете вы искать. Дальше. Кольцо-то он предлагает, брак он предлагает, он вас видит. Он хочет с вами серьезных отношений. И он видит вас в этих серьезных отношениях с собой. Но почему-то вот этот паш меня немножко смущает. Типа, знаете, перекидка на плечи женщины многих таких моментов, связанных с вашими отношениями. Кто ты для него? Он, девочки, немножко проблемный, этот мужчина. Вот у него любовь к вам, любовь, тут не поспоришь. Так, знаете, очень хочется с вами быть, но с его стороны выпадают мечи. Что это, девочки? Скажите мне. Он что, гол как сокол, девочки? Потому что здесь больше идет, что у него ничего нету. Да? Он ничего нету, кроме вот этой вот любви. И вы для него тоже как какой-то шанс. И последний. Либо он гол как сокол, либо он уже в таком вот возрасте, что, например, он ему 70, вам 24. Ну, а-ля такого, да. То есть он смотрит на вас, этот мужчина, как на какой-то вот свой последний шанс, да, как выигранный в лотерею билет. Он смотрит на вас такими глазами. Но смотрите, тут кто-то стопорит эту всю ситуацию, да, вот если рассматривать, кто-то для него, хочет ли он с тобой серьезных отношений, но, например, у вас отношения ни рыба, ни мясо, да, то есть он и не туда, и не сюда. Почему это, девочки? Потому что, возможно, вы, знаете, выдвинули ему какие-то свои требования, у вас есть какие-то принципы, каким должен быть мужчина. И он, девочки, боится подойти к вашим принципам близко, потому что здесь, как это, знаете, когда выигранный билет, который он держит, а что ты мне дашь взамен? Будет ли наша любовь равноправной? И тут, девочки, включаются глазки такого рыжего котика, такого, который смотрит, ну я же котик, у меня лапки, да? То есть у этого мужчины реально лапки, девочки. И такие вот, знаете, котячьи глаза. Кто ты для него? Он, девочки, думает, что у вас очень много всего. Император, умеренность, колесо фортуны. Короче, он думает, что вот у вас есть все. Все у вас есть. Все есть. Он бы хотел бы сесть в вашу машину, как говорится, и дальше, чтобы вы его везли за горизонт. А то, что это ваша машина, сколько вы на нее потратили, или сколько у вас там топлива уходит, или электричество, да, ему до одного места. Он не хочет об этом думать. Это какое-то, знаете, поведение иногда рака,
да, или даже любого другого знака зодиака. Льва, девочки, да, может быть, взрослого овена, сидевшего стрельца. Ну, короче, что такое вот. То есть это, в принципе, присуще, да, многим знакам, но вот такое, знаете, э, инфантильное. Вот он и любит, он и готов сделать предложение, но это все часть его инфантилизма. Понимаете? То есть вы почему-то вся такая крутая, а он почему-то думает: о, какая она классная, крутая, я хотел бы с ней быть, но в то же время я, когда хочу прочитать то, что он даст вам, выпадают одни мечи. Странно, выпадают одни мечи. То есть он думает про серьезные отношения и как от вас взять это все, да. Но что он собрался давать? Я же котик. Я буду строить энергию нашего домашнего очага. Понимаете, девочки? Если брать этого мужчину, то если только он занимает какие-то посты, у него хорошая постоянная стабильная работа, да, то есть даже если он зарабатывает меньше вас или там, ну то есть тут надо уже смотреть, потому что это такой, который, девочки, не будет прыгать выше головы, да, эм, чем вы, скажем так. Давайте еще глянем, кто ты для него. Рыцарь костей, король мечей. Он, девочки, скажем так, он хотел бы, чтобы быть вашим протеже. То есть он видит какую-то выгоду, но я бы не сказала, что это какая-то меркантильная, низкая выгода, которую он ищет. Нет, девочки, он ищет такую, знаете, хорошую партию для себя. И хорошая партия для себя — это не на равных, а когда невеста намного круче, чем он. Понимаете? Вот так вот он считает. И вот я считаю это инфантилизмом. То есть готовы ли вы его взять с этим инфантилизмом? То почему бы и нет? Если не готовы, девочки, то подумайте еще. То есть тут надо требовать колым какой-то за себя, да, что-то переписывать на вас, чтобы были такие вот разговоры, как минимум, да. Какие-то брачные договоры тут тоже нужны с этим мужчиной. То есть вы должны понимать, что вот этого инфантила, когда вы берете, вы должны брать его с чем-то таким материальным. То есть брачный договор в вашу сторону должен быть по-любому, ну или желательно. Или, девочки, чтобы он вот как что-то заплатил, как Колым заплатил за вас, да? То есть вам же. Не надо там вашим родителям или еще кому-то, вам. Вот это, чтобы это была какая-то подушка безопасности, знаете, именно у вас. И пусть ему это что-то стоит, да, потому что почему-то с вашей стороны все для него, а вам что, кроме любви? То есть мне хочется здесь вот поторговаться, потому что здесь мужчина вот как специально, да, говорит: у меня лапки, и инфантильное поведение здесь. Такие вот дела, котики мои. Ну, давайте еще глянем. Давайте еще посмотрим этого мужчину. Так, а серьезные отношения? Как он относится, как он видит эти серьезные отношения с тобой? Пятерка пентаклей, король мечей. Он, девочки, хочет брать. Он хочет брать материально от вас, давать любовь вам. Совершенно не видит того, что он вам что-то должен. Он почему-то думает, вот, что вы такая, знаете, крутая, какая-то вот прям директриса, начальница, дама с возможностями, да. А он хочет быть вот таким вот протеже. Просто протеже и дарить свою любовь. Вот и все. Но вы знаете, кем выпадаете? Вот что, девочки, круто, что вы выпадаете здесь богатой женщиной. Сейчас вы богаты, либо будете богаты, да? То есть вас карты считывают реально, как, знаете, такой
крутой бизнес-вумен, такой карьеристка, богатой, богатой, статусной, крутой, известной. Сейчас ли вы такая, либо вы станете. Вот так вот вас считывает. А его считывает как вашего протеже. Ну, знаете, на что тут может быть похоже, это как, например, Бородина Ксения. Ну, к примеру, если вы смотрите там всякое такое, сплетни всякие. И ее вот этот новый муж, да. То есть он же не может прыгнуть так высоко, как она. И вот ваш мужчина что-то такое вот наподобие. Он просто не может с вами сравниться. Он не может, девочки, сравниться с вами. Он хотел бы дарить вам эту любовь. Если вас это устраивает, пожалуйста, да. Только не забывайте про то, что у вас все должно быть защищено. Все ваше должно быть всегда защищено от посягательств каких-то. И все-таки желательно от него взять какой-то колым. Пусть, например, вы договоритесь, что, например, он на вас перепишет квартиру. Вы подумаете, о, как это он перепишет. А пусть переписывает, если есть что. Вот такие вот дела. Потому что мужчина хочет с вами в отношениях, хочет с вами в брак, девочки. Все, котики, вот такое вот было у нас гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.